Законодатель дает нашим детям 250 евро в месяц. Но даже если мы возьмем бюджет, пускай 150 евро, то я могу сказать с абсолютной ответственностью, что этих денег достаточно для того, чтобы построить хорошее будущее для своего ребенка. Вкладывая всего лишь там 100 евро, он уже видит, что у него пенсия будет либо дополнительный почти 500 000 капитал, вкладывая только 100 евро, либо у него уже от сегодняшнего дня без динамики будет 1300 дополнительная пенсия. Да? Расскажи немного поподробнее вот эту часть подготовительного процесса к будущему финансированию. В самом начале, то есть когда ребенок рождается, то есть я рекомендую половину, кто не может половину киногель, хотя бы там может быть 50 или 100 евро, то есть откладывать в так называемый Майнцукунсплан. Что такое Майнцукунсплан? То есть это продукт, который делается совершенно верно до 67 лет ребенка, но для чего он делается? Для того, чтобы ребенок потом экономил деньги. В каком смысле деньги? То есть точнее не деньги, а налоги, потому что есть так называемое выражение, называется Halbankünfteverfahren. Что такое Halbankünfteverfahren? То есть все договора, которые заключаются до ренты, то есть до пенсионного возраста, это разница, это взрослый или ребенок, потом при выплатах или при выплате только половину тех процентов, которые ребенок, то есть или человек получил, то есть только половину будут учитываться для налогов. То есть Можно я буду уточнять? Это означает, что первая ошибка многих людей, которые читают эти планы или заключили эти договора, что их пугает то, что договор до 67 лет. Либо они не понимают, что на самом деле это делается для использования всех возможностей, да, которые дает государство. И государство говорит, первое условие, если ты делаешь до 67 лет, ты можешь деньгами и раньше пользоваться, то есть ты можешь хоть каждые 5, там, 7, 10 лет эти деньги со всеми дотационными программами. 8 раз в течение жизни, 8 раз можно из этого договора делать так называемый капитал-энтаме, то есть договор не кюндигуется, то есть не аннулируется, то есть просто забираются деньги. И в этот год, когда забираются деньги, то есть можно подать так называемый Nicht-Veranlagungsbescheinigung, то есть это делается на ребенка, делается Steuererklärung, на ребенка подается налоговая декларация, но это всего один листик, то есть мы помогаем клиентам делать. Для чего? Для того, чтобы когда происходит капитал-энтаме, допустим, то есть родители выплачивают 20 тысяч, то есть из этих 20 тысяч 10 своих были, 10 были заработанные, то есть в виде процентов, чтобы на них не платить налоги, то есть подается вот этот Nicht-Veranlagungsbescheinigung, то есть подается финансам, то есть и мы на них тоже налоги не платим. То есть и такое можно сделать, как я уже сказал, с этим договором, можно 8 раз это сделать, к примеру, купить 8 квартир. То есть моя цель первая сказать, что является мифом, а что является правдой. То есть тот миф, что это плохо, то, что мы заключили договор так долго, и многие думают, что человек может им воспользоваться, как, допустим, ренты только на пенсии. Да. Нет, это не соответствует действительности. Это означает, что это делается только для того, чтобы использовать законодательную возможность сэкономить налоги на заработанные проценты. Потому что очень часто, или в основном эти фонды, ну, ты работаешь больше Generali, да, или Deutsche Bank, эти фонды достаточно надежные по системе или по оценке немецкой системы надежности, да, очень надежные и приносят достаточно хорошую прибыль, и очень многие говорят, ну, потом нам же надо 25% на прибыль заработать, не то, что мы внесли, а заработали. Это значит, если подвести черту, а мы сегодня будем потихонечку разбирать, первый вид, который ты привел в пример, он имеет смысл быть, и для детей, которым еще нет 18 лет, допустим, мой сын заключил это в 17 лет для себя, да, что, грубо говоря, в последний поезд он смог зайти только из-за того, что когда он через 4, 5, 6, 7 лет будет уже зарабатывать большие деньги, эта возможность экономии 50% налоги остается ему на всю жизнь. И плюс, что мне понравилось как маме, как предпринимателю, а я работаю здесь предпринимателем, то, что он может выбрать, пользоваться ли этими деньгами, либо он, вкладывая всего лишь там 100 евро, он уже видит, что у него пенсия, допустим, пример моего ребенка, у него будет либо дополнительный почти 500 000 капитал, вкладывая только 100 евро, либо у него уже от сегодняшнего дня без динамики будет 1300 дополнительная пенсия. Да? То есть если ребенок отучился, и через 3 года решает, я буду предприниматель, и я не буду платить gesetzliche Rentenversicherung, то первое, у меня есть возможность капитал Entnahme делать, если мне это будет выгодно. Второе, у меня есть возможность, если действительно приму решение там 25 лет до конца жизни быть предпринимателем, у меня уже есть гарантированно хорошая дополнительная пенсия. Это правильно? Да, совершенно верно, потому что многие недооценивают этот так называемый цинс-эффект, то есть это сложный процент, потому что 80 евро монатлих, то есть 1000 евро в год, это 80, грубо там, евро монатлих, то есть за
ребенок получит потом 1300 пенсию за 80. Это по сегодняшнему, Да. Я извиняюсь, что перебила, но я очень часто говорю, когда вот мы купили ребенку квартиру, эта квартира на данный момент пентхаус, которая по большому счету мне ничего не стоит, потому что я пользуюсь только своими налогами для своего ребенка, и потом перепишу на него. Я всегда, это то, что ты сейчас говоришь, да, цинц-цинц эффект, но еще и динамика, так же как аренда. На сегодняшний момент, инвестируя в эту квартиру, грубо говоря, я своему ребенку говорю, вот у тебя будет там 1385 уже ренты по сегодняшнему эквиваленту, то, что стоит деньги, да, сегодня. Это значит, что, возможно, через 10-20 лет эта квартира уже будет трехкомнатная, не 1375 с вычетом всех затрат приносить, а, возможно, уже будет 2000 приносить, потому что деньги обесценятся. Может, даже 2500. Да. И вот это очень важно понимать. То, что ты сказала, во-первых, цинц-цинц эффект, что в среднем этот вид вклада приносит от 6 и выше, да, в среднем, то даже если инфляция будет каждый год 6%, это очень высокая инфляция. Да. Спасибо.